Здравствуйте, господа! Добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодня у нас в гостях парни из компании Tesla FX, которые захотели испытать одну из самых мощных катушек Tesla в мире. Вот сегодня будет очень много интересного. Все вам расскажем про это и покажем. Итак, господа, что мы имеем? Видите, происходит небольшая модификация. Вчера при испытаниях мы поняли, что СИПа на 95 квадрат не хватает. Потери на такой длине от моей подстанции были 50 вольт, ток около 480 ампер. Решили объединить два кабеля. Так как алюминий нормально сращивать, такое сидело, сейчас будем его проваривать тик-сваркой. Я думаю, это самое правильное соединение. Вот. Ну и в скором времени, думаю, оно жечь будет лучше. Вот так вот. Да, у нас есть очень громкий самолет. Да, я хотел сказать, что мощности колоссальные, она где-то жрет киловатт 300, ну, такой себе. Почему пришлось здесь тестировать, потому что у меня подстанция на 400 КВА, ее прям хватает очень хорошо. Транс даже сильнее особо и не гудел. Да, здравствует минский трансформатор. Ну итак, господа, сейчас будет обзор вот этого замечательного Uber-девайса, этой адской катушки Tesla. Вот эти, скажем так, создатели и эксплуататоры этого девайса. Сейчас они расскажут о принципе работы, ну и так небольшой ликбез по высокому напряжению. Да, ну, перед вами одна из самых мощных катушек Tesla в мире. Ну, как любая катушка Tesla, является высоковольтным резонансным трансформатором. Ну, соответственно, как и любой трансформатор, он состоит из двух обмоток, да? Одна первичная обмотка, на которой мы подаем напряжение и ток, да? И вторичная обмотка, с которой мы, собственно, повышаем напряжение. Ну, здесь их не видно, поскольку вот первичная обмотка вот заделана в вот эти трубки, из нее видно два конца выходят. Это самые толстые медные трубы, которые мы смогли найти. Ну, вот они, собственно. На них, соответственно, вот подаем напряжение. А сколько там витков? Здесь приблизительно 3 или 3,5 витка уже. Ну, 3 на самом деле, то есть, судя по всему, да. И, соответственно, вторичная обмотка. На ней намотана 2-миллиметровым проводом медным. Где-то 2,7 метра, по-моему, она высотой. Соответственно, что мы делаем? Как нам получить вообще эффект необходимый? Нужно достичь резонанса. Резонанс достигается на определенной частоте. То есть вот обмотка, да, сама катушка, почему она называется катушкой Tesla, да, и вот этот второй, это они образуют, собственно, резонансный контур, да. Второй это имеет какую-то емкость относительно Земли, соответственно, выступает конденсатором, да, а катушка имеет, собственно, индуктивность. И вот, соответственно, один конец этой катушки у нас заземлен. Вот можно посмотреть. Собственно, вот выход. Да, ну и, соответственно, вот вчера мы занимались тем, что выкопали здесь экскаватором яму, залили ее водой, бросили металлическую арматуру, да, и, соответственно, вот провод идет. Ну, еще этот провод просто идет по полю, здесь 150 метров провода. Один конец заземлен. Ну и, соответственно, вот эти защитные кольца, поскольку катушка может ударить сама в себя, чтобы контур замкнулся сам на себя и не пошел внутрь. Соответственно, так называемые страйк-ринги. Ну, со вторичным контуром все понятно. Вот с первичным контуром, собственно, все гораздо интересней. Как же нам создать вот то самое первичное поле, да, которое, собственно, трансформатор будет приводить в работу? Для этого нам понадобится инвертор. Сердце, собственно, этой катушки — это инвертор. Ну, такой же инвертор, только поменьше, используется в импульсных источниках питания, в сварочных аппаратах. Ну, в бесперебойниках? В бесперебойниках, где угодно. Принцип совершенно тот же самый. То есть подводится трехфазное напряжение. Вот здесь вот установлено. Да, подводится трехфазное напряжение вот по этому медному проводу. Дальше идет, собственно, диодный мост. Выпрямляем.
Дальше электролитические конденсаторы, которые, собственно, сглаживают пульсации напряжения. Ну и, собственно, сердце всей катушки — это вот это транзисторный мост. Ну, здесь типа IGBT сборка. IGBT сборка, да. Собственно, здесь 16 IGBT-шек 600 амперных. Соответственно, в каждом плече у нас установлено по 4 IGBT-шки. Вот. Ну и, соответственно, номинальный рабочий ток приблизительно 2400 ампер. Но это как бы то, что она может держать постоянно. Но мы это, естественно, будем превышать, поскольку у нас будет импульсная работа, то есть мы будем перегружать. Поскольку у нас коэффициент заполнения будет там процентов 50, то мы можем себе позволить поставить ток побольше. Ну, соответственно, здесь токовый трансформатор, вот этот, который, собственно, измеряет. И вот там вот внутри установлен драйвер, собственно, который приводит эту всю махину в действие. Драйвер у нас по оптике соединен с пультом. Оптика нужна, потому что катушка Тесла, да, является очень сильным источником всяких нехороших полей и помех, да, которые могут нарушить работу самого драйвера и, собственно... А насколько знаю, бывает драйвера с оптическим управлением затвором даже такое есть. Да, да. Ну, здесь у нас трансформаторное управление затворами. Мы как бы считаем, что это более надежная схема. Ну, ее проще реализовать, и она безотказно работает. Ну и, соответственно, у нас рабочий ток будет 3200 ампер выставлен сейчас. Ну, может быть, мы его захотим увеличить, посмотрим. Типа, гори забор, гори и хата. Да, да, да. Это мы как бы не знаем, то есть мы его увеличиваем по чуть-чуть и смотрим, что будет происходить. Вот. Ну, что здесь еще интересного? Дальше у нас здесь реализован первичный резонансный контур. Вообще вся эта конструкция называется трансформатор катушка Тесла с двойным резонансом. Почему именно с двойным резонансом? Один резонанс у нас во вторичном контуре. Ну и он, по нашим расчетам, приблизительно для этой катушки получился в районе 43 кГц. То есть вот эта вторичная обмотка и тор имеет собственную резонансную частоту 43. И, соответственно, нам нужно в первичном контуре также сделать резонанс, такой же резонанс. Это мы достигаем подбором вот этой батареи конденсаторов. Ну, выглядит она так немножко липовато, потому что собрана из всяких разных конденсаторов, которые у нас были, потому что очень часто они выходят из строя при таких больших токах и напряжениях. И, соответственно, подобрана таким образом емкость, чтобы вот первичный контур, который, вот, собственно, образует вот эта батарея конденсаторов, и, собственно, вот здесь обмотка первичная, был бы точно такой же частоты, как и вторичный контур. Тогда они взаимно будут прекрасно работать, да, и мы получим большое напряжение на выходе вторичного контура. Вот. Ну, с какими проблемами, что самое интересное, здесь можно столкнуться? Ну, во-первых, представьте, что если даже падение на IGBT модуле там будет где-то 1 вольт, например, да, при токе 3200 ампер, какая будет мощность рассеиваться? 3,2 киловатта. 3,2 киловатта, да, это первая проблема, с которой вы столкнетесь, что эти модули будут очень сильно греться. Соответственно, нужна мощная система вентиляции. Ну, здесь у нас установлено 4 вентилятора, которые продувают вот там вот алюминиевый радиатор большой насквозь. Вот, как Васи, как с двух сторон, чтобы так продувало хорошо. Вот. Вторая проблема, с которой вы столкнетесь, что при таких токах у вас будет греться сама медь. То есть все медные шины, сама первичная катушка, она тоже будет очень сильно греться. Ее нужно остужать, поэтому здесь установлены вентиляторы, которые дуют и на конденсаторы, и на медь, и там снизу еще на все. Ну, короче, все, что греется, должно обдуваться, иначе это просто раскалится и, в общем-то, в какой-то момент просто расплавится. Соответственно, у нас здесь реализована масляная система охлаждения первички. То есть по трубкам подается трансформаторное масло, и теплоту, и расширительный бачок стоит, циркуляционный насос, и, соответственно, вот там вот со стороны, вот там вот, да, лучше видно радиатор от УАЗика, который это все масло остывает. А примерно какая температура масла вчера была, когда мы... Ну, вчера около до 60 догнали, да. Ну, здесь где-то порядка, там, сколько, 25, да, Коль? Сколько, ну, да, 25 литров масла, и вот довольно быстро это все раскаляется. 60, вот, 65, да. Мы уже даже не смотрели после 60. Да. Ну, вчера мы так лайтово погоняли, сегодня... Попробуем. Сегодня пожестим, да, терять нам уже нечего. Так что самая главная у нас задача, это все-таки, для нас эта катушка тоже экспериментальная, нам надо вычислить самое слабое звено, что в этой системе
первым откажет. Ну, вчера оказалось, что в принципе перегрева радиатора не происходит, то есть охлаждение IGBT-шка нормальное, масло тоже нормальное. Ну, немножко начало выливаться масло из конденсаторов высоковольтных, они с маслом. Вот, уже была одна протечка. Ну, мы ее устранили, там, заклеили, посмотрим, как они будут жить. Ну, здесь может каждый... Пыхнуть что угодно. Да, да. Ну, еще здесь есть у нас большое предположение, что вот у нас стоит диодный мост на 400 ампер, и он тоже... Ну, посмотрим, у меня еще есть. Да. Здесь надо мостик посильнее, потому что вчера мы уже эти значения только превысили. Но он не сгорел пока. Да, пока не сгорел. Ну, в случае чего, это у нас, в общем, плавки-предохранитель. Ничего страшного, если он как бы выйдет из строя. Главное, система как бы будет продолжать работать. Ну, самое ценное, собственно, в этой системе, это вот те самые GBT-шки, которые там стоят, потому что они стоят денег. Вот, и самое будет плачевное для нас, это их потерять. Ну, что еще интересного? Здесь много-много всяких нюансов. Мало того, что нам нужно очень хорошее заземление, потому что уже там токи до сотен ампер во вторичном контуре. Вот, если это плохо будет заземлено, она будет подскакивать напряжение и пробиваться куда-то на фазы. Поэтому здесь очень хитрая всякая разводка. Ну, вот здесь нужен просто уже некий опыт. Мы этим занимаемся больше 10 лет. Как это реализовать так, чтобы эта система выжила. Ну, да. Ну и куча всяких нюансов, которые надо тоже учитывать. Ну, например, вот один из интересных нюансов, что здесь создается такое сильное электромагнитное поле, что вентиляторы, например, можно использовать только пассивные, без датчиков холла. Иначе все глючит у них. Они просто встают. Здесь настолько, я не знаю, сколько в Теслах здесь поле, но оно достаточное, чтобы все вентиляторы просто встали во время работы. Когда тебе нужно что-то охлаждать, у тебя все стоит. Короче, с кардиостимулятором к ним лучше не подходить. Да, то есть здесь есть куча всяких интересных нюансов. Ну вот ребята, может, еще тоже что-то... Так, ну давайте я немножечко расскажу про, так сказать, эстетическую составляющую всего этого дела. Дело в том, что трансформатор Теслы можно заставить играть как MIDI-инструмент. Дело в том, что у нас там написано специальное программное обеспечение, которое сюда по оптическому кабелю присылает сигналы, которые вот этот процесс резонансный прерывают с заданной частотой. То есть, грубо говоря, мы какую-то мелодию берем, превращаем ее в MIDI-команды. И эти MIDI-команды, соответственно, у нас при помощи запрограммированного нами контроллера прерывают процесс генерации молний с заданным количеством раз в секунду. То есть, если мы хотим там получить какую-то ноту определенную, мы просто выставляем вот эту нужную частоту на пульте, команда MIDI приходит, контроллер генерирует импульс заданной длительности, и мы получаем, собственно, эту ноту. Вот. То есть, что из себя представляет разряд с катушки? Это много-много-много мелких разрядов в течение секунды. Ну, например, там вот 440 Гц, это какая-то нота, там, ля, по-моему, да? Вот, соответственно, мы 440 раз в секунду выдаем разряд, и он нам, ухо, это все воспринимает как одна нота. Вот. Таким образом, мы можем запрограммировать, в общем-то, любую мелодию. И если у нас будут, там, например, фоновые колонки подзвучки и катушка, то получится вот такой вот оркестр интересный. Вот. В данном случае мы используем два режима работы катушки. В первом режиме у нас так называемый PDM режим, это режим сверхдлинного разряда. Там немножечко ограничивается верхний предел тока, собственно, который у нас в системе, но зато он растягивается во времени. И у нас получается очень жирный
но чуть более короткий разряд. Либо используем режим классической системы с двойным резонансом. Там разряд получается очень длинный, но потоньше. Вот. В этом случае мы выставляем ток больше, но время, соответственно, мы импульсов сокращаем. Вот. И таким образом у нас получается длинные разряды с маленьким диаметром. Вот. Ну, соответственно, в этом режиме очень высокий стресс на вторичную обмотку. И вчера мы ее даже повредили, когда искали верхний предел, на котором мы можем работать. Здесь вот даже вот заметно вот такая вот маленькая пробоинка. Здесь вот прям вырвало кусок эпоксидки. Это произошло из-за того, что, собственно, вот здесь вот произошел пробой прямо на первичный контур. Вообще это для катушек не очень хорошая ситуация, потому что если она не была бы защищена внутри, то просто ключи бы разлетелись бы в щепки, потому что подпрыгивает, собственно, земляной потенциал, подпрыгивает, собственно, положительная шина у IGBT-шек, и там напряжение может доходить до контурного, то есть до 20 киловольт на IGBT-шке может прилететь. Ну и, соответственно, просто все взрывается в щепки. Но у нас тут это все тоже предусмотрено, мы максимально от этого защитились, у нас тут стоят специальные там гасящие конденсаторы, куча всяких развязок, земля катушки вот этого контура и земля, на которых висит, собственно, силовой контур, они тоже раздельные. То есть там куча всяких ухищрений, которые нам помогают заставить эту катушку выжить даже при таких ситуациях. Вот. Ну, здесь еще можно сказать пару слов о том, что такая катушка на самом деле, ну, на данный момент это самая большая катушка такого класса на нашем континенте. Есть похожая катушка у американцев, но она у них другого типа, она не играет музыку, она не работает в режиме сверхдлинной качки. Ну и вообще здесь можно по разным критериям как бы сравнить, потому что у нас, например, она самая большая по мощности, а у них она просто огромная по высоте, но по мощности меньше. Поэтому тут как бы это сложно сравнивать. А у них она тоже на IGBT или искровой промежуток? Да, там на IGBT. Вот. Но она у нас не музыкальная совершенно. И нету всяких вот этих программных режимов, о которых я говорил. Вот. Да, чтобы вы, парни, понимали, ее краном пришлось собирать. Да, собирали ее краном, потому что вообще вот эта катушка весит, ну, примерно, наверное, в сборе килограмм 800. Вот, то есть здесь одной меди, вот только вот на вторичной обмотке, где-то 65 килограмм. Вот. Еще эпоксидки килограмм 50, еще сама труба килограмм 60, ну и так далее. Там стекловолокно, там, ну, в общем, все весит очень много. Вот, поэтому такую штуку, конечно, без крана не собрать. Ну, сейчас мы, в общем, занимаемся тем, что увеличим толщину вводного кабеля. Сейчас вот пробросим вторую линию, уменьшим потери, потому что потери составляют где-то 25 киловатт просто на подводе, собственно, до катушки. И, в общем-то, мы эти 25 киловатт просто грели землю. Вот, сейчас мы их попробуем направить, так сказать, в разряд. Вот. Плюс увеличили толщину проводов, и, соответственно, сейчас у нас будет немножко понадежнее. Потому что у нас вчера, например, у нас в щитке провода 25 квадратов сработали как предохранитель. Но они расплавились. Они расплавились, слиплись, ну, короче, ничего хорошего. Вот, потому что мы не рассчитывали на такие токи, но вот казалось, что все работает нормально даже в таком режиме. Пока не подошли еще к верхнему пределу, сегодня подойдем, узнаем. И перепрыгнем его. Да, вот сегодня узнаем. На самом деле, что еще можно сказать? Здесь вот это, если снять, например, отсюда вторичную обмотку и положить сюда какой-нибудь большой металлический предмет, ну, скажем, канализационный люк, можно просто разогреть его до желта за секунд 15. Потому что это, по сути, огромная индукционная плита на те же самые 40 кГц. Просто если это будет один виток в виде металлического блина, мы получим здесь просто гигантскую индукционку на 300 киловатт. Можно блины жарить? Можно жарить блины. Можно казан и плов. Да. Вот так вот. Ну, господа, я надеюсь, не сильно бабахнет. Будешь им добавлять? Ну, нужно, ну что еще? Ну, вы все уже, я хотел сказать, вы все сказали. Тут проблема прежде всего в том, что огромное количество труда нужно вложить, и конструкционных материалов, и работа очень большого количества людей. То есть огромное количество человека часов убито на все вот это вот.
на все вот это вот. И, собственно говоря, тут... Поэтому жалко, когда что-то выходит из строя, то очень жалко потраченные труды. Поэтому хочется уже сразу сделать все хорошо, все предусмотреть. Но даже здесь это не получилось. Вот стекают провода, взрываются конденсаторы. Но, тем не менее, можно сказать, что это... Все равно, даже если ты этим занимаешься 10 лет, ты как бы... Это не гарантирует тебе от ошибок. Вот, видите, есть ошибки, которые уже как конструкционно неустранимы. Да? Вот, например, видите, продюсер написано через S, да? А должно быть через C. И это уже невозможно исправить. Я хотел... Выбито в мрамор. Да, и вот, понимаешь, эти ошибки, вот ты с ними сталкиваешься постоянно. Я хотел вот построить самую большую катушку Тесла еще в 2005 году. И я купил просто какой-то обмоточный провод и, в общем-то, что еще? И пару вентиляторов, которые вот здесь встали. И все. И это прошло практически сколько лет? 15 лет до текущего момента. Я не знал вообще с кем, как это делать. Это просто был нереальный проект, просто была детская мечта. Потому что я увидел у американцев такие проекты. Вот. Но оказалось, что по факту и то, что было в тех мечтах, это совершенно разные вещи. Две абсолютно разные вещи. То есть это, по сути, как самолет. Тут много систем, которые отвечают, каждая отвечает за свою функцию. Если какая-то не будет работать, она, соответственно, не будет вся катушка работать целиком. Короче, здесь все важно. И все важно. И каждую систему разрабатывал свой человек, потому что как бы здесь есть специализация уже. То есть не так, что один человек взял и сделал все. Здесь есть огромная специализация и разделение, так сказать, труда, можно так сказать. Вот. Да, ну есть какие-то непредвиденные, конечно, факторы. Еще все равно в работе, то есть вот какая-нибудь муха сядет на вторку, вчера этих поджарила каких-то кузнечиков. Да, ну и надо понимать, что смотрите, у нас вот в контуре, да, чтобы вы понимали, 3 витка, да, напряжение на 3 витках до 40 киловольт мы рассчитываем, да, в этом резонансном контуре. То есть на первичке мы уже имеем где-то 15 киловольт на виток. Вот здесь вот 1000 витков, да? Ну, соответственно, 1,5 мегавольта. Да. Это если трансформаторный эффект? Да, это просто без резонанса. С резонансом неизвестно. То есть, возможно, 5 и больше. Умножать на, собственно, коэффициент... И, соответственно, надо понимать, что здесь на каждом миллиметре вторичке огромное напряжение. Ну типа шаговое напряжение. Да, шаговое напряжение огромное. И, соответственно, еще нужно так намотать, зачем нужна вся эта эпоксидка, все остальное. То есть даже муха, севшая на нее, может вызвать пробой, который вызовет катастрофический эффект. Каскадный пробой, да. Так что здесь, конечно, еще... Главное, сатану не вызвать, когда запускать. Много нюансов. Надо 5 катушек вот так пентаграммой расставить. Да, а то вдруг сатана вызовется. На самом деле надо было... Саня, а у нас нету с собой этой маленькой катушки? Ну, у нас есть, потом еще тоже покажем. У нас есть ручная. Да, ну ручную мы поснимаем. Можно было бы снять как? Значит, такой типа юмористическая затравка. Как сделать большую катушку Тесла? Берете маленькую катушку Закапываешь? Тесла, закапываете в землю, заливаете машинным маслом, да, и вырастает. Большая через год. От тебя гриб вырастает. Да. Вот, ну хорошо. От электромагнитных сил. Да, нет, конечно. Итак, господа, надеюсь, вам понравилось это безумие. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. Отдельное спасибо парням из компании Tesla FX за такое шоу. Вот, ссылки на них будут в описании. Всего хорошего, пока.